В Chicken Gun в основном играют дети от 7 до 13 лет. Они же потребляют контент по этой игре. Зачастую дети такого возраста очень наивны. Этим пользуются кликбейтеры. Сегодня я разберу одного такого. Его ник 57к. Для самого начала расскажу историю его канала. Он создал его 9 февраля 2022 года. До этого у него был еще один канал по ЧКшке, но в этом видео мы затрагивать его не будем. Первое видео он выложил 10 мая 2023 года. Это было видео по Melon Playground. Потом Ник начал снимать кликбейты по МП, но популярности ему это не принесло. В октябре 2023 года, когда ЧГ начал дико хайповать, он перешел в него и продолжил снимать кликбейты. В июне 2024 года он объявил, что перестает снимать кликбейт, но это был самый обыкновенный кликбейт. Он снимает кликбейтные видео, и сейчас я разберу пару таковых. Первое видео на разбор. Этого никто не заметил в новом обновлении 4.6.0 в Chicken Gun. И давайте сразу скажу. Защитнички ник 57к. Если видео не будет херни с превью, то вы отрежете себе яйца. Договорились? Всем привет! 10 секунд приветствия, 20 секунд просьба подписаться на соцсети Ника. На 30-й секунде видео начинается. Ладно, не важно. Первая незамеченная вещь, вы скорее всего не обратили внимания на вот этот данный скин. С чего взял? Одной из первых вещей, которые проверяют люди и ютуберы, наравне с картами являются скины и другая косметика. Не заметить этот скин никак нельзя был. Очень малое количество игроков обратило на это внимание. На карте Forest Town добавили новую пасхалочку на ютубера Life and Games. Он на полном серьезе добавил видео, пасхалку, блять. Если вы не поняли, к чему я прикопался, то сейчас объясню. Пасхалка — это осознанно засекреченная вещь, которую игроки не должны были замечать. Добавлять пасхалки в видео типа «это никто не заметил» — полный абсурд. Я думаю, это уже многие видели, но если вы еще не видели, то посмотрите. Все флаги Он даже сам не скрывает того, что он кликбейтер. В новом обновлении 4.6.0 завезли сразу же баг и интересную фичу. Давайте сейчас я вам покажу. Вот, видели? Эта фича новая. Ой, он пытался нам показать значок «нет сигнала». Сраные 40 секунд! Серьезно, он просто 40 секунд крутил камерой и нес какой-то бред. Он ничего не ускорял. На видео все ускорил я. Он просто растягивал хронометраж видео. Как люди это смотрят? Кому на фоне даже музыки нету? Музыки! Я спокоен. Я спокоен. Это всего лишь обосранный кликбейтер. Что ты так на него бомбишь? После выхода фикс-патча 4.6.01 разработчик все-таки наконец-то пофиксил отчим самолет. Наконец-то нету багов. Некоторые про баг не знали, а ты тут про его фикс затираешь. Скорее всего, многие об этом знают, но если вы вдруг не знаете, то я вам рассказываю. Спавним любого моба, и смотрите, мы можем брать моба, расширивать его, увеличивать в размере, уменьшать. Дополнительно о том, что мобов можно увеличивать, знают все. Но на это мало кто обратил внимание, но в обновлении 4.6.0 добавили вот такие новые прикольные глаза. Чего взял? Одна из первых вещей, которые проверяют люди и ютуберы, наравне с картами являются скины и другая косметика. Не заметить этот скин никак нельзя был. Секретный танк в разделе предметов. Пишем единицу в разделе предметов, листаем до конца, и мы видим какой-то танк под номером 310. И дело в том, что если его заспавнить... Еще одна, про танк большая часть комьюнити действительно не знался. Скорее всего, вы тоже не обратили внимания, но в обновлении 4.6.01 разработчик вернул все-таки интересную заставку в телевизоре мем «Закамский квас» и звук. Закамский квас заработал еще в 4.2.0. О нем просто никто не говорил. Ну ладно, об этом действительно большая часть комьюнити не знался. Дальше Ник 30 секунд прощается со своими зрителями, говорит о том, что в своем говно-ТГ канале раздаст клоуна Джека. Об этой раздаче мы поговорим в самом конце видео. Подводим итоги по первому видео. Из 7 вещей, которые никто не видел, вероятнее всего, вы не знали только от 2. Еще в видео была одна пасхалка. Итог: 7 выстрелов, 2 попадания. А ведь ничего из того, что было на превьюшке, не было в видео. Так что, защитнички Ника, готовьтесь к кастрации. Переходим ко второму видео. Второе видео на разбор. Новые пасхалки и фишки в новом обновлении 4.6.0 в Chicken Gun. Давайте взглянем на превью.
У него есть какие-то стрелочки. Они были и на прошлом, но тут их прям много. Сейчас я попробую понять их смысл. Стрелочка сверху показывает на клоуна, а стрелочка, идущая от клоуна, показывает на пингвина на пиратском флаге. То есть мы делаем вывод, что клоун это пингвин, а пингвин это клоун. Но снизу есть стрелочка, которая указывает на какого-то монстра. Или же на Ника. Из этого мы делаем вывод, что клоун это пингвин, монстр это тоже пингвин, а Ник 57К это клоун. А теперь начнем разбор видео. Тут Ник здоров со своими зрителями. В Chicken добавили другие флаги. У нас есть флаги Великобритании, Испании и пиратские флаги. Сейчас я вам заспавню один из этих флагов, и вы увидите интересную фишку новую. Вы посмотрите, это пингвин Алёша. Погодите. Я это уже видел. Это видео вышло на 3 дня раньше, чем прошлое, которое я разобрал. То есть у Ника абсолютно не было идей для видео про незамеченные вещи, и он просто скопировал факт из видео про пасхалки и фичи. Мало кто обратил внимание, но в Chicken в новом обновлении 4.6.0 завезли новые скины на фонарик. Скины на орудие это пасхалка или фишка. Ник сам понимает, про что снимает видео. Дальше Ник показал своим зрителям, что можно менять цвета предметом. Дальше Ник показывает баг с очками отчима. Баг в видео про пасхалки и фишки. Становится только смешнее. Карта Big House Full стала пустая и не такая уж интересная. Опять же, это баг? Это пасхалка? Нет, это маразм Ника 57К. Дальше Ник показывает вертолет, на который заменили летающие тарелки. И потом он показал вот это. Карту Force тупо поломал разработчик, и вот так она выглядит. Да. Зато поставил такую надпись, описание обновления, легендарный бух из Требована. Интересно. Вы спросите меня, к чему ты прикапываешься? Во-первых, это не фишка и не пасхалка. Во-вторых, этот баг был исправлен. Этому человеку так насрать на контент, что он даже не проверил этот баг. Он даже не сам отснял этот футаж. Ему просто нужен был баг, чтобы растернуть хрон видео, и все. Ой, ладно. Я спокоен. Я спокоен. Дальше Ник опять показывает, что мобов можно растягивать и увеличивать, после чего видео заканчивается. С чего бы начать? За все видео было ровно 0 пасхалок и 2 фишки. Все остальное это бред Ника 57К, который был добавлен только чтобы растянуть хрон видео. Без него видео бы длилось минуты 2 от силы. Ладно. Я чё совсем нервным стал после его контента. Мне надо от него отдохнуть. А пока я буду отдыхать, разбирать этот великий контент будет Курятин. Даю микрофон ему. Всем привет, ребята, с вами я, Ник 50. Фанк, спидран. Все, Лимон, я тебя ненавижу, ты бэк. Теперь я попытаюсь быть серьезным и злым и маразматиком, и идиотом. Так вот, раз я не могу выбрать, какой ролик выбрать из этих двух, типа, все, что тут отличается, это вопрос и место, и его рожа ебаная свиная. Ну, раз я не могу выбрать какой-то ролик, то тогда я вам покажу свои способности, что я умею. Ну, я умею кодировать на скретче, так что, да, будете смотреть таймлапс. Короче, когда я монтировал видео, я заметил, что это типичные рекламы казино. Так. Да! Я разбираю одногоднее видео. 3! Сначала идет типичное начало видосов. И потом произошло это. Также, ребята, не забывайте подписываться на мой телеграм-канал, ведь в моем телеграм-канале на 800 подписчиков я проведу сходку с моими подписчиками в Chicken, поэтому советую прямо сейчас подписаться на мой телеграм-канал, ссылку я оставлю в описании под этим видео. Блять, ты рекламируешь свой ТГ тем, что у тебя будет сходка на 800 подписчиков! Давай я тоже так же попробую. Ну ты тупо, ты ни хера не сказал, ни хера взамен. Бро, ты реально эгоистичен. Давайте разглянем первый концепт. Первый концепт — это новая карта Forest Snow. Видно, подписчик сам его делал.
Я бы мог заорать, но, как Лимон говорил, У меня целевая 11-12 лет, они более разумные. так что я послушаю человека старше меня. Так что это ради ваших ушей. О, погодите, мелкий апдейт, мне можно орать! Блядь, ты тупой, сейчас успеем, вафля, тебя ебать, все тут... Короче, сколько раз ебалай! Конечно, подписчик сам это делал! Кто еще, блядь? Кто? Но мы долго на этом задерживаться не будем, идем дальше. Тут мы видим мясную курицу в разделе мобы. Если честно, ребята, я вообще не ждал Да, блядь, все похуй об твоем мнении! эту мясную курицу в Chicken Gun такую видеть. Зачем ты, разработчик, ее добавил в Chicken Gun? Потому что игре нужен хайп. Можно было бы добавить нормальные модельки, тебе даже Жура отправил. Ну, но, ребят, желательно, чтобы разработчик добавил... Блядь, ты разбираешь концепты или ты даешь никому ненужные концепты? То есть зачем добавлять режим, где нельзя фармить монеты? Чтобы практиковаться, бро. Еще ты хочешь. Тут мы видим саму пасхалку на нового персонажа. А нахера концепт на пасхалку, если половина комьюнити будет знать, бро? Ну ладно, мы переходим к следующему концепту. Тут на этом концепте... Букрумс? А почему комната не из книг? Так, сейчас объясняю. Бук и Румс — это книга и комнаты, так что да. А как же авторские права? А, точно. Этот концепт довольно неплохой, это новый режим FNAF. Тут мы видим видеонаблюдение. По-моему, разраб должен подписывать какую-то лицензию разрешения. Думаю, он не хочет такого. Почему он жадный? Какой вид? А, блядь, точно. Специальной локации, где будет пробегать клоун, где будет он пробегать. Некоторые предметы нельзя взять, а некоторые не могу. Сейчас я... Да вот этот именно предмет невозможно взять. Предметы. Возможно, звучит как ебучая придирка, но, блядь. Вы помните то, что ему 16? Блядь, я, наверное, не говорил, либо я сам не помню. Но, сука, ему 16, а он не может даже обычный сценарий написать. Как это возможно? Так вот, если мы выберем серый тон и будем листать по вот этим градиентам... Ой, сука, как я сейчас начну орать! Погоди, мне надо выпить воды, потому что я буду из сошта орать. Прикола спустя! Блядь, какой нахуй градиент? Это выбор цветов! Это градиент! И это градиент! И это градиент! А это, блядь, не градиент, это текстура! Там всяким разноцветным, то мы в принципе видим, как не меняется цвет стекла. Люди, вы помните, как Лимон говорил, что в ЧГ играют от 7 лет? Так вот, этот ебаный, который 16, учит их тупить! Посмотрите на это и на его видео! Одно, блядь, тоже! Сука, это цвета так работают, а не баг ебан! Это нельзя списать как баг! А если будет отмазка, то что он не знал? Напомню, что ему, блядь, 16! Это вафля учит быть тупым, блядь! Твоя мама тебя не любит! Твой папаша тебя не любит! Твой братуха сидит на твоей шее! У тебя нет девушки! Твой пи***ц меньше моего! Ты никому тут не нужен! Иди спрыгни с крыши под и камнем вниз! Я закончил тут свою работу! Идите вы все Курятин, спасибо, что поучаствовал в моем видео. Сейчас бы я мог закончить видео, но я пойду дальше и залезу в его телеграм-канал. Первое, что увидел, это объявление о сходке, на которой можно будет получить Джека. И я с Курятином буду на ней. Но это будет попозже, а сейчас поговорим именно про его ТГХ. Пролистав чуть выше, я увидел просьбу Ника добавить на него пасхалку. Ну да, естественно, разраб добавит пасхалку на ютубера, который абсолютно не старается над своими видео.
Нет, серьезно. У Дэна и Жоры есть хороший монтаж. Жора 24К, пускай снимает трэш-сериал для детей, но монтаж и качество съемки этих сериалов у него на высшем уровне. Life and Game, которого добавили пасхал, хотя бы вкладывает в видео хоть какие-то усилия. Ищет монстров и добавляет их. А какой же контент делаешь ты? Кликбейт с ужасным монтажом? Разраб не говноед, чтобы добавлять пасхалку на тебя в свою игру. Ну, по-настоящему, у меня сгорело за этих двух постов, а 21 и 23 февраля. Как же он меня бесит, вы не представляете. У него контент построен на вот этих жарких секретах, которые люди уже давно знают, но почему-то плюс добавляет названия, которые несут кликбейт. От того, что он написал, нету видеоролики. Да и плюс воровал идею с моего превью. По-вашему, это совпадение? Да нет, наоборот, специально глушит. Делаю вывод. Никакой не иностранец русскоязычный 100%, но просто снимает контент на англоязычном. Снимает всякую хрень, секреты. У него на уме только это. Сравнить меня с ним, что у нас одинаковый контент, было бы глупо с вашей стороны. Я прекрасно понимаю, что это рано или поздно надоест аудитории. Я такой формат по 150 раз не снимаю за неделю. После выхода обновления я снял 5-6 видеороликов про обнову и все. Я дальше не делаю видео на эту тему, даже если просмотры хорошие. Мне важно знать, что любит зритель смотреть, и как он себя проявляет при просмотре видео, какой комментарий пишет и так далее. Сегодня напишу еще один пост про то, что моя аудитория. Чего бы начать? Ну, начну, пожалуй, с самой крысиной придирки. А именно с правильности написания. Такое ощущение, как будто Ник чем-то себя закалывал перед тем, как написать этот пост. Предложения абсолютно никак не связаны. Вот как он сделал вывод, что человек не иностранец, а русскоязычный. Как? И как он говорил, с нашей стороны будет тупо сравнивать его контент с ним. Ну а я сравню. Все ладно, я нашел различия в их контенте. Ник не все время снимает кликбейт. Примерно каждое третье видео это не кликбейт. В то время как у Gaming World абсолютно каждое видео кликбейт. На этом все отличия в их контенте заканчиваются. Ой, а ведь это только первый пост. Еще один глупый комментарий. Зритель написал, чтобы я удалил видос, потому что об этом знает 99% игроков. Я с него угораю. Откуда он взял такие проценты? Из того же источника, из которого ты взял информацию о том, что секрет, о которых снимает ютубер Gaming World, все знают. У нас что, масштабное комьюнити в телеграм-каналах? Вообще-то да. Об этом знает минимум 25-30% с плюсами. Смотря еще какой актив. А мы же еще должны учитывать не только русскоязычную аудиторию, а еще игроков, которые из западных стран, Азии и Бразилии. А, Бразилия это не западная страна. Удалить видос равно потерять доход с видео. Прямое признание того, что тебе нужны только деньги. Какой смысл мне ее удалять, если я с этого получаю доход, деньги? Практически каждый месяц. Мне обновление принесло больше дохода, чем остальные видосы вместе взятых. Ну что же, делаем итог с этих двух постов. В первом посте Ник приковывался к другому ютуберу, потому что он снимает кликбейт, а это плохо. При этом Ник не признает то, что он сам снимает кликбейт. Во втором посте он буквально перечеркивает весь первый и говорит, что он на ютубе только ради денег. Но эти два поста есть еще цветочки по сравнению с другими двумя постами, которые я нашел. Это не настолько пиздецовый, что я решил выделить под них отдельную главу. В первом посте он объясняет, зачем он создал кликбейт на превьюшке и просит не называть его кликбейтером. Хотя по факту в посте он просто пересказывает значение слова кликбейт. Но в голосовом сообщении, которое он записал в этот же день, ой, он не просто оправдывает себя, говоря что-то наподобие «я не кликбейтер, поэтому». Не просто давать весь кликбейт контент по ЧГ, а в принципе весь кликбейт на всех видеохостингах. Сейчас я разберу это голосовое сообщение. Я еще раз говорю, для тех, кто, оказывается, сидит в танке и не понимает, для чего я делаю привлекательный превью, добавляю там вещи некоторые, которые нету в высшем Кингане. Я делаю для того, чтобы зритель зашел и посмотрел видеоролик. Ник, так и работает кликбейт. Ты добавляешь на превью вещи, которых нет в видео, и зритель кликает на превью. Чтобы его само превью заинтересовало. Чтобы он нажал на видеоролик и посмотрел данный видеоролик полностью, не полностью, это уже его выбор. Да, но если зритель не из РФ, РБ или южной части Средней Азии, он все равно посмотрит 2 10-секундные рекламы, из которых тебе прилетит примерно 3 сотые цента. Это его уже выбор, потом он делает конечные результаты, анализ видеоролика и пишет комментарий. Вот и все, для этого я делаю. И пишет комментарий. Да, но если он не посмеет назвать видео кликбейтом, ты удалишь его. Орут многие. Ой, кликбейт. То, что на превью, это все кликбейт. Почему же все на превью кликбейт? Объясните. Там есть вещи, которые есть в высшей Кингане. А то, что на превью есть вещи, которые есть в ЧГ, оправдывает то, что на нем есть вещи, которых в нем нету. И опять-таки говорю,
те вещи, которых нет в вычитании, в скором времени могут и появиться в вычитании. А если в скором времени они не появятся? Ник, сомневаюсь, что ты досмотришь видео до этого момента, но все равно скажу. Твой аргумент может опровергнуть любой пятиклассник с аутизмом, а ты ему ничего в ответ не скажешь. Типа тебе 16, это ненормально. А потом вы будете писать: ой, Ник, извини, прости меня, пожалуйста. Вот эти комментарии по-любому будут. По-любому будут. И я ни один такой комментарий увижу. Спойлер, никто это писать не будет. А то, что Ник говорит, это его мечты. Думайте логически. Вы бы зашли на видеоролик, в котором нету там превью, например, или же превью есть, но оно просто такое мутное, неинтересное, отпугивающее. Вы бы зашли на такой видеоролик, по-любому вы бы не зашли. Так делай нормальное превью с вещами, которые в ЧГ есть. Или хотя бы не повторяй факты из видео в видео. Включайте логику, думайте своей головой. Я думаю своей головой, иначе бы я был твоим фанатиком, который готов был бы зажрать любое говно, которое ты подаешь. Что вы пишете? Подумайте 100 раз, а потом уже пишите. Это как раз для тех, кто сидит в танке. То же самое могу предъявить тебе. Сначала 100 раз подумал, а потом записывай голосовые в Телеграме. Да-да, именно про вас. Я сейчас вам эту всю инфу опять разжевываю, для того, чтобы вы поняли точнее. Ты все это не разжевываешь, а глотаешь целиком, причем скажеруй. Почему я делаю такие превью? Я надеюсь, вы поняли. Чтобы зритель кликнул на видео и посмотрел 10-секундные рекламы. Для того, чтобы, во-первых, был актив, для того, чтобы зритель зашел, увидев привлекательную придушку, зашел, посмотрел и сделал выводы. Вот и все. Повторяюсь, это и есть кликбейт. Я надеюсь, вы поняли. Да-да-да-да, зритель должен посмотреть 10-секундную рекламу, мы все это поняли. И надеюсь, больше таких комментариев я не увижу. А все те, которые будут писать далее, ну идите в бан. Пойдете вы просто в бан. Так, а это уже важно. Ник напрямую сказал, что он будет удалять все комментарии, в которых его называют кликбейтером. То есть, зритель делает вывод только для себя. Если он попробует донести информацию о том, что видео кликбейт, до других, его комментарий будет удален, а он отправлен в бан. И кто исключает, что Ник удаляет абсолютно любую критику в его сторону из комментариев. Для справочки, среди всех ютуберов, которые были в этих двух прекрасных видео, никто не удалял критику и обвинения в кликбейте, а Майп и вовсе был за то, чтобы люди писали такие комментарии. Поэтому лучше не пишите. При себе оставьте, но не надо высказываться у меня в телеграм-канале. В твоем телеграм-канале высказываться я не буду. А тебе я выскажусь в своем супер-пупер телеграм-канале, ссылка на него будет в описании. Вот и все. Спасибо всем, кто послушал. Пожалуйста, безмозглый петух. Надеюсь, вы усвоили урок и поняли, для чего я это делаю. Поняли, ты делаешь это ради денег. Какой же урок я извлек из этого голосового сообщения? Ник 57к удаляет комментарии, в которых его называют кликбейтером. Очень нестандартный урок. А выводы из этого голосового сообщения делайте сами. Если бы я был Ником 57к, то на этом моменте закончил бы видео. Ну, я же вам обещал рассказать про сходку, на которую он будет раздавать клоуна Джека. Так вот, я на ней действительно побывал, и сейчас я не расскажу. Первые 20 минут мы ждали, пока Ник поговорит со своими друзьями, из которых адекватнее всего вел себя Ярослав Сус. Да и в принципе среди всех друзей Ника это единственный человек, которого я уважаю. На 30-й минуте Ник наконец-то создал сервак. Тогда на трансе было 200 с копейками человек. Очевидно, что я и Курятин не смогли зайти на него. Через 40 минут, так и не получив клоуна, Курятин ливнул. Когда трансляция шла уже 55 минут, я все же смог зайти на сервер и сохранил карту с клоуном. После чего создал сохраненный сервер и получил его. Ну хотя бы сходка не была байтом на подписку на его телеграм-канал. Что могу сказать про Ника 57к? Снимает кликбейт, высокого мнения о себе и является очень лицемерной личностью. О его контенте мнение однозначно. Он снимает говно хер пойми для кого. Также не умеет пользоваться гуглом и не имеет здравого смысла при условии, что ему 16 лет. Безусловно, Ник все-таки не худший ютубер по ЧГ, как я написал на превью, но точно является одним из худших. Короче, я уже 50 часов сижу за монтажом видео, поэтому вместо нормальной концовки видео послушайте мой говнокавер, на который я потратил целых 20 минут. Ник 57к, зачем ты делаешь кликбейт? О нет, Ник 57к, может просто пойдешь нахуй из экрана струится. Дождь из говна, сердце прекращает биться. И я сказал, ты делаешь говно, говно. Можешь говорить все, но ты делаешь говно, говно.
не знает ни тер ничего. Это старый пердуна, нужен хер пойми кому. Теперь на смерть свою вас всех он пригласил.